Публикуется информация прощания с полицейским. Кстати говоря, наблюдал подобные картинки, но сейчас объясню, о чем речь. Который погиб при перестрелке с преступником, проходит в Оренбургской области. Злоумышленник Сергей Басалаев пытался сбежать от правоохранителей и открыл по ним огонь. Ну, то есть достаточно шумная резонансная эта история. Убийца полицейских, погиб Никита Гнусин, которому в тот день исполнилось 28 лет. Кстати, неплохо было бы, чтобы объясняли, почему он погиб-то. Он, вроде там была информация, но опять же, может она не полная, что он ему выстрелил в грудь. То есть Гнусин был без бронежилета, что ли? Просто полицейские даже на какие-то рейды обычно, ну, то есть свои патрули города выходят в бронежилетах. Это спросите у кого угодно в России. А этого убили в грудь. Я вот это не совсем понимаю. И бывает такое, ну, слышал я таких, когда вот взятки берут. Тогда они идут, они даже в обычной одежде могут пойти. То есть, главное, чтобы корочка была, чтобы давить, пугать людей и вымогать у них деньги. Такое бывает. Здесь я не знаю. Но почему ему пуля попала в грудь, а он умер от этого? То есть, там же бронежилет должен быть. Еще раз, это деталь, которая, наверное, объясняется когда. Но неплохо бы ее объяснить. Тем не менее, нам сообщают, что у него остался маленький сын, еще 3 силовиков пострадали, да, вот, соответственно, злоумышленник, данный Басалаев, он открыл огонь, когда к нему пришли. Странно, что не публикуется по сей день причина, почему к нему пришли, ну, хотя бы официальная какая-то. Я не уверен, что в нее хоть кто-то поверит, но, да, уже после того, как столько дней заминается это. Почему не сообщается, какова была причина прихода? Басалаева поймали вот на данный момент в селе Белошапка, сегодня утром его арестовали, покушение на убийство и убийство, а также за самовольный уход из части во время мобилизации. Потихоньку просачивается информация о том, что он, видимо, дезертир, хотя поначалу это активно скрывалось. Данную новость публикует news.ru. И суть в том, что, подтыкивают картинку, какие-то люди стоят, видимо, это прощание. И я к чему? Я начал с того, что уже подобное было. Подобное было, когда люди совершенно не поддерживали погибших судебных исполнителей, которые пришли к Вартану Качьяну, так называемая история адлерского стрелка, и он их застрелил, потому что они пытались у него забрать жилое помещение, в котором жила его семья, несколько поколений, вымогали деньги, то есть такая информация выходила, по крайней мере, она, естественно, официально не подтверждена. Официально подтверждено то, что вот этот человек, в конце концов, потеряв уже силы ждать справедливости, взял ружье и застрелил в очередной раз пришедших судебных приставов, которые, конечно, шли без поддержки, шли просто с чемоданами к нему, что, многие подозревают, он этого не сказал, хотя он давал интервью, что они просто вымогали у него деньги. А официально потом сказали, они пришли сносить постройки незаконные. То есть отыграли вот эту историю. А на самом деле, там не было ни соответственно, рабочих с ними, ни какой-то поддержки, хотя обычно и так бывает, потому что люди сопротивляются, и обычно даже сносить незаконные постройки приходят с усилением. Здесь ничего не было. Пришли 2 гаврика, простите за некоторое цитирование людей, что о них писали, которых вот этот Вартан словно отстреливает, застрелил, сам говорит, что он просто уже сил не было. Он интервью дал, сам записал. И потом этого Вартана, когда он сам сдался, его забрали, и он умер в тюрьме быстренько. Очень много сейчас комментариев по делу вот этой истории, что, скорее всего, вот этот Басалаев умрет в тюрьме. Не знаю, никому не желаю умирать в тюрьме. Да так же, как и, собственно говоря, даже если ты форму носишь, каким-то образом так получилось, то я говорю в данном случае о другом. О том, что вот эти факты попытки судебных вот этих исполнителей в деле адлерского стрелка сопровождались заказом крупным блогерам, много картинок, вся страна рыдала просто там по поводу этих судебных исполнителей, которые никому не только не сдали 100 лет в обед, люди уже вздрагивают от этих исполнителей, потому что очень много несправедливых дел, когда людям навешивают долги, у людей куча долгов, на них давят. Просто это такой триггер для жителей России, именно вот эта методика навязывания, навешивания каких-то долгов, безумных совершенно процентов. Люди тонут в этих долгах, и им надо было проявить, что они сочувствуют судебным исполнителям, которые напрямую связаны с тем, что им просто жить не дают. Я не знаю, потому что они что-то доброе делают, да, но уже есть фон определенный, то, что этим пользуются. Там коллекторы с ними дружат, коллаборируются, потом вытворяют просто преступления в отношении людей, выколачивая просто то, что люди зачастую не должны так, да, по логике, по совести, там разбираться надо. Разные бывали ситуации, там просто преступления совершали там, в отношении матери на глазах у ребенка, коллекторы. И так далее. Я это к чему? К тому, что как раз вот начинались картинки о том, что прощаются, все рыдают, плачут, там какие-то крупные издания блогерско, такие журналистских расследований, которые целые фильмы снимали о том, как вот прям весь мир рыдает из-за судебных исполнителей. Для меня это очень дурной знак, потому что после этого Вартан Качьян по-быстрому надо было, ушло в такое, что прям все сострадают. Хотя я комментарий читал, у меня ролик 2 миллиона просмотров набрал, там ни одного комментария в поддержку не было судебных исполнителей. Все бывали в случаях этого Вартана, но просто никого не довели до последней точки кипения, а его довели. И так это люди и писали. Вот. Но когда начали изображать, дело в том, что начали не ругать Вартана, пытались, не получилось, народ на его был в стороне. А когда начали хвалить вот этих, в этот момент Вартан быстренько умер.
Вот что меня тревожит. Если понятно, объяснил хорошо. Если нет, задавайте вопросы. И увидимся. Берегите себя. Это главный мой призыв всегда.